привет! Сегодня мы будем готовить очень аутентичное блюдо «Les Galettes Bretons». Это блюдо французского региона Британь, и традиционно оно готовится из гречневой муки. По сути, это блинчики из гречневой муки, которые наполняются разными начинками, и в основном это соленые начинки. Если будете в Британии, обязательно попробуйте это блюдо. Или вы можете приготовить его прямо сейчас вместе со мной. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Начнем мы с приготовления теста. Нам понадобится гречневая мука мелкого помола. Просеиваем, добавляем крупную соль и перемешиваем. Затем одно яйцо и немного воды. Замешиваем тесто, постепенно добавляя понемногу воды. В этом рецепте мы используем 500 мл воды и 250 грамм муки. Пожалуйста, соблюдайте эти пропорции, тогда ваше тесто получится идеальным. Тесто почти готово. Нам нужно получить довольно-таки густую массу. Теперь важный этап. Наше тесто нужно обогатить кислородом, делая вот такие движения. Вы как будто подбрасываете тесто снизу вверх. Очень часто это движение делают руками, но можно обойтись венчиком или лопаткой. Собираем тесто с краев и заливаем остатками воды. Затем накрываем полотенцем или пластиковой пленкой и оставляем на 4 часа в прохладном месте. 4 часа прошло, наше тесто отдохнуло, теперь его нужно хорошенько взбить. И можно начинать печь наши галеты. Блинную сковородку смазываем растопленным сливочным маслом. На хорошо разогретую поверхность выливаем тесто. Обжариваем примерно по 1,5 минуты с каждой стороны. Перед приготовлением каждой следующей галеты обязательно смазывайте сковородку маслом. Таким образом у вас получится около 10 галет. И теперь давайте сделаем галету с начинкой. Убавляем огонь. Смазываем маслом и выкладываем галету. Добавляем сыр. Далее яйцо, соль и перец. Теперь аккуратно распределите белок по всей поверхности галеты. Затем выкладываем ветчину. Белок приготовился, значит время заворачивать края. Вот так. Галета получается хрустящей, но в то же время не пересушенной и не пережаренной. Такие галеты можно готовить с абсолютно разными начинками. Во Франции очень часто можно встретить с шампиньонами или гребешком. И по традиции мои рекомендации по подбору вина. А точнее, сегодня это будет не вино, а это будет сидр. Потому что это идеальное сочетание с галетами, а также яблочный сок. При выборе сидра обратите внимание, он должен быть приготовлен из натурального яблочного сока, без добавления дрожжей или любых других ферментирующих компонентов. Хороший сидр изготавливается путем естественного брожения. Пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марьяж. Бон аппетит!